Эта женщина наблюдает за тобой. Ну зачем же? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Знаете, вот я бы сказала, что многие из вас пережили обман в своей жизни. Обман, манипуляцию и как исход одиночества. То есть, неважно, кто от кого ушел, но, скорее всего, это расплата за обман. Вот, да, одиночество – это расплата за обман женщины. Но вы как бы, да, платите тем, что вот вы переживаете. Это нож в сердце, это нож в спину и в вашу душу. У кого-то из вас проиграется, что есть на вас также магическое воздействие. Ребят, обращаю ваше внимание, у кого есть проблемы в жизни, черная полоса, я имею в виду, да, потому что те или иные проблемы у всех периодически возникают. Но если вы видите, что, может быть, по здоровью непонятки творятся, может быть, личную жизнь вы не можете долго уладить, да, вот либо же женщины появляются, исчезают, либо вы вообще не можете ни с кем сойтись, может быть, по работе проблемы, по здоровью, у каждого по-своему. Вот обратите внимание, если есть какие-то такие предпосылки, может быть, догадки, может быть, вы точно знаете, что на вас что-то есть. Ну, реально, ребят, потому что с этим нужно что-то делать, потому что то, что я вижу, у кого есть какие-то такие вот симптомы, назовем их так, магические симптомы, то здесь нужно, конечно же, скорее всего делать чистку, потому что просто вот жизнь у кого-то из вас, ну реально просто застопорилась. Вот как блок стоит, я всегда вот порчу сравниваю с каким-то вот невидимым блоком, который мешает человеку двигаться дальше. Поэтому обращайтесь, чем могу, помогу, телефон под видео. Итак, на сегодняшний день вы стоите перед каким-то выбором. Нужно сделать какой-то выбор, либо же принять важное решение. Причем это решение очень сильно вас тяготит. Вы можете ломать голову, вы можете думать, не спать ночами. Это могут быть и перемены вообще кардинальные в вашей жизни. Ну, то есть касательно, да, может быть, как-то поменять вашу жизнь. Кто-то, может быть, захочет уйти от своей теперешней женщины. Кто-то, может быть, захочет поменять работу, да, либо же еще какие-то маневры. Но то, что вас очень сильно тяготит, это решение, принятие этого решения, это однозначно. Кто-то из вас находится, да, там, где горячо, там, где очень опасно даже, да. Здесь, конечно, даже не обсуждается ваше состояние и морально-психическое, и ваша такая внутренняя усталость, и хочется просто уже, ну, хочется банально. Вот я пытаюсь просто объяснить вам простыми такими человеческими словами. Хочется банально вот домой, хочется чего-то такого, знаете, домашнего, родного. Вы устали от той ситуации, где вы находитесь. Здесь уже упадок сил, здесь там, где горячо, вот мои ребята, я сейчас к вам обращаюсь. Много проблем по здоровью может быть, начиная от банальной простуды, заканчивая какими-то травмами, да, ранениями и так далее. Но, тем не менее, вы держитесь, вы молодцы, но уже силы на исходе. Конечно, очень тяжело и морально, и физически. Кто-то из вас либо планирует лечь в больничку, может быть, подлечиться, может быть, недавно выписались, но то есть тоже здесь может быть как-то проигрываться вот больница, там, где вам либо же предложили подлечиться, да, может быть, вы периодически проходите какое-то стационарное лечение, может быть, вы сами думаете лечь, подлечиться, кто-то может в санаторий поехать, либо же в дом отдыха. Давайте-ка сделаем маленький опрос. Ребят, а ну-ка пишите, вы вообще были когда-нибудь в санатории или нет? Вот такой необычный сегодня вопрос будет. Либо же вы планируете вот в дом отдыха, в санаторий. Пишите, где, в каком городе вы были, если были, конечно. Если не были, то так и пишите, что не были. Кто-то из вас связан с дорогами. Может быть, сейчас вы находитесь в дороге, либо планируете дорогу.
Может также проиграться, что вы по работе связаны с дорогами. Однозначно поменяли жизнь очень круто из-за женщины. Причем вы для себя решили, что назад дороги нет. Женщина, которая была, да, хороша собой, женщина, ну, по крайней мере, для вас она была хороша, да, она была страстная, она была неплохая, ну, в принципе, она такая и остается. Она страстная, она, в общем-то, нравилась другим мужчинам, но для себя вы решили, что назад пути нет. Вот просто поставлена точка окончательно, бесповоротно, принято решение начать жизнь с чистого листа. Кто-то из вас очень сильно тоскует по ушедшим своим родственникам, может быть, друзьям, приятелям, да, которые ушли на небо. Можете ходить на кладбище, может быть, даже последнее время ходите чаще, чем раньше. Вот как-то вас тянет. Может быть, вы можете сесть и просто, вот знаете, как, ну, к примеру, на могиле у родителей, там, да, либо у друзей, просто посидеть и вот вроде бы как с ними поговорить, да, вот все равно это родная душа. Какая-то особая атмосфера, вот почему-то может вас тянуть вот именно на кладбище. Напишите, ребят, у кого такое проигрывается. Кстати, могут во сне часто приходить к вам ушедшие родственники, ну, либо же близкие люди, которые вам что-то советуют, как-то предостерегают, либо же подают какие-то определенные знаки вам во сне. Так, ну что, мои хорошие, давайте-ка смотреть, что же за женщина пришла к нам сегодня на расклад. Кто же за вами наблюдает? Мне уже самой прям интересно. Женщина 100% моложе, чем вы. Хрупкая, светловолосая. Может вести себя, ну, реально, как какая-то такая, ну, неопытная девчонка, что ли. Неуверенная в себе. Могут быть комплексы некие, внутренние. Не очень, сейчас я уточню. Она тоже теряла любовь в своей жизни. Ей тоже было больно. Был период, когда она вообще не была в отношениях. Знаете, она может еще комплексовать почему-то даже или из-за внешности, или из-за фигуры. Ее мужчина, с которым они разошлись, причем разошлись не очень красиво. Сейчас я уточню. Ну, здесь мужчина-манипулятор, мужчина, который какими-то унижениями, может быть, оскорблениями, да, вот из прошлого этот мужчина, который вгонял ее в комплексы специально. Хотя на самом деле вот она хорошенькая, но вы знаете, это чисто такой психологический маневр. Если человеку постоянно говорить, что ты свинья, то рано или поздно, ну, человек захрюкает, грубо говоря, да. Такое может быть не очень красивое сравнение, но тем не менее, я к чему? Когда любого человека постоянно гнобить, какие-то гадости говорить, рано или поздно человек, ну, сломается и поверит, что да, может быть, он не такой, может быть, он там некрасивый, может быть, у него фигура какая-то не такая. Поэтому на самом деле это хорошенькая женщина, да. Но вот ее такой бывший, я даже не знаю, каким словом его назвать, но хочется такое некрасивое слово сказать, но не буду, пытался вогнать в комплексы. Поэтому теперь вот ей, чтобы познакомиться, а ей так хочется любви, она готова знакомиться, она открыта, но опять же эти сомнения, эти комплексы и страхи, в которые ее вогнал этот ее бывший козлик, уж простите за такое сравнение, это я так очень ласково еще его назвала, вот она теперь сомневается, да? Вот как же она проявится? Вот она за вами наблюдает, вы нравитесь. Но как она проявится? Вот, а вдруг действительно вот она там некрасивая, либо, ну, смотря какой у нее комплекс, да? А вдруг она не понравится, а вдруг она не в вашем вкусе. И вот этих вот «а вдруг» в ее буйной головушке очень и очень много. Она может переживать из-за этого, она может страдать из-за того, что вот вы ей нравитесь, она за вами наблюдает, но она не решается подойти. Давайте посмотрим, что еще нам нужно знать по поводу этой женщины, что вообще будет происходить. Не может же она постоянно
сидеть, грустить, страдать и где-то там в замочную скважину за вами наблюдать. Какой-то период однозначно она будет наблюдать. Это будет ее такая маленькая тайна, ее личная тайна. О своей симпатии к вам она не говорит никому. Никаким подружкам, никому. Вот это ее такая, знаете, и большая радость, и большое горе. Потому что, с одной стороны, это чувство, которое ее окрыляет, да, вот эта влюбленность в вас, ее окрыляет, ей как-то придает силы. С другой стороны, она сжимается, она в тупике, она в страхах, она боится проявиться. На самом деле, я вам скажу так, забегая вперед, она очень страстная, она очень ревнивая, она классная любовница. Она такая, знаете, вот с энтузиазмом живет по жизни вообще. Но это разбитое сердце, ох, это разбитое сердце, которое ее будоражит и вгоняет в эти все страхи. Что же из этого получится? Давайте-ка посмотрим. Все-таки будет какое-то ваше такое, ну, более близкое общение, может быть. А давайте-ка, кстати, вот я хочу еще, знаете, что посмотреть. Вот мне прям самой интересно. Вы общаетесь с ней, либо же она вот симпатизирует, но близко вы с ней никак не пересекаетесь. Ну, знаете, как бывает, а может быть, она соседка. Вот она видит вас в окошко, вот ходит такой красивый мужчина, там импозантный, либо еще где-то она с вами пересекается, но так со стороны. А может быть, вы общаетесь понемножку где-то там, знаете, так чисто по-дружески. Давайте этот момент уточним, и вам будет проще понять. Общаетесь вы как-то с ней или нет? Здесь есть общение, но оно нечастое. Даже скорее оно редкое. Это может быть какое-то действительно такое «здрасте, до свидания». Здесь может быть, ну реально, я просто вот, ну по-соседски, чтобы было понятно, может быть вы парой фраз перебрасываетесь, может быть вы по работе с ней парой фраз там как-то иногда общаетесь. Здесь есть, да, здесь есть общение. Это не из-за угла она, и не через окошко, и замочную скважину на вас смотрит. Ей хочется быть с вами. Она мечтает о вас, она думает о вас, проявится. Вот почему-то она, знаете как, с одной стороны, она влюблена в вас, но она считает, что вы такой вот мужчина, может быть, брутальный. Особенно это будет касаться тех, кто из вас, может быть, грозно выглядит. Знаете, вот бывает в душе мужчина-добряк, но внешность, ну, такая, что боятся. Бывает, к сожалению, так. Поэтому у нее есть немножечко, ну, такие не только сомнения, но и опасения, что а вдруг вы реально вот ее отошьете, да? Вот отошьете, вдруг вы такой гроза народа, как же она к вам подкатит? Есть здесь сомнения, но как же она хочет быть с вами? Что же будет дальше? Давайте смотреть. Какой-то период так и будет продолжаться. Так она и будет смотреть. А знаете, все поменяется, когда она вас приревнует. Вот будет какая-то ситуация, где, ну, может быть, на ее глазах, да, ну, то есть она каким-то образом будет свидетелем, либо к вам будет как-то подкатывать другая женщина. Но та другая женщина будет более такая жесткая, с характером. Женщина, которая ни перед чем не остановится. Вот она будет, может быть, открыто флиртовать с вами. Она может открыто там кадрить вас, да. И вот эта вот дама, которая думает о вас, мечтает, да, наблюдает за вами, она как-то станет свидетелем, и здесь уже она, конечно, взбудоражится. Не зря говорят, что ревность – это такой очень сильный, мощный двигатель. После этого она начнет более как-то вот проявляться к вам, эта женщина. Она просто поймет, что если она ничего не будет делать, она вас потеряет, да? Ну, по крайней мере, хотя бы попробовать нужно, правда, проявиться. Что же будет, как она проявится? Ой, как ей хочется любви. Это будет какая-то вот история, где вы будете не просто с ней вдвоем.
Это будет либо же людное место, может у кого-то компания проиграться, да, может быть даже какое-то, я не знаю, пиршество, день рождения, праздник. Но не обязательно, потому что, опять же, это общий расклад, может быть просто людное место. Как-то вот она начнет, вот может быть и не умело. Это могут быть такие, знаете, не очень умелые какие-то манипуляции, но чтобы подкатить к вам. Она не будет в наглую как-то к вам приставать, флиртовать в наглую, но это будут очень тонкие такие, может быть, даже детские наивные намеки. Потому что не каждая женщина умеет прям так в открытую флиртовать, и вы об этом знаете прекрасно. Это будут такие наивные детские манипуляции, да, вот она будет, я не знаю, это будет просто, ну, как для меня это цирк какой-то. Ей настолько хочется стать вашей любимой женщиной, она будет из кожи вон лезть, чтобы что-то придумать, как-то перед вами вот повилять хвостиком, назовем это так. У нее это получится, вы ее заметите. Вот я даже больше не хочу почему-то карты выкладывать, потому что у вас есть шанс с этой женщиной начать новые отношения. Это отношения, которые вы, наверное, давно искали, потому что у вас, кстати, выпадает карта брака. Это отношения, когда все вместе, все в унисон, я называю их, когда все взаимно. Это человечек, который на сегодняшний день, может быть, вам абсолютно незаметной быть эта женщина. Вот как-то вы не проявляете вообще никакого актива в ее сторону, вы ее можете даже не замечать, даже не догадаться, кто это. Но на самом деле, вот когда она начнет свои маленькие такие хитрости, да, по сближению с вами, вы почувствуете с ней родственную душу. Причем отношения будут развиваться очень быстро, очень страстно. Как я уже говорила, она страстная, активная. Она такая дама, с которой можно, ну, даже с Бобиком экспериментировать. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть это женщина, с которой вам будет хорошо не только в постели, но с которой будет хорошо помолчать. Это женщина, с которой вы будете иметь такую мощнейшую поддержку и опору. Она из тех женщин, которым не страшно и не стыдно сказать, что у тебя проблема, что ты себя плохо чувствуешь, что-то у тебя не получилось, где-то ты накосячил, да? Ну, вы ведь тоже живые люди, правда, ребят? Я вот честно, я просто диву даюсь, как некоторые женщины могут высмеивать какие-то мужские косяки. Знаете, вот почему-то я вот немножко отступлю, ну, мне кажется, это важно, да, вот такая тематика, но она за душу берет реально. Слышала когда-то историю, да, когда приходит мужчина домой, там, к своей женщине, и поделился там, что-то у него случилось. Я уж точно не помню, то ли друг его погиб, ну, что-то такое, неприятность очень большая, горе случилось. И он сидит и, ну, пустил просто такую скупую мужскую слезу. И эта женщина начинает его высмеивать. Да ты ж мужик, да что ты ревешь, да возьми себя в руки. И знаете, я это слушала, и мне так противно стало. Вот реально, я сейчас сижу, ну просто до мурашек. Ну настолько противно, как себя порой ведут наши женщины. Вот я этого не могу понять, да? После этого, конечно же, они в скорости разошлись. Мужчина взглянул на нее другими глазами. Поэтому, ребят, вот я вам просто маленький такой совет на будущее даю. Маленький такой даже опознавательный знак. Когда ваша женщина, да, она у вас обязательно появится у каждого. Когда ваша женщина не сможет вас утешить, поддержать в какую-то трудную минуту, не подставит свое хрупкое плечо, прощайтесь сразу же с такой дамой, потому что дальше будет хуже. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!